Всем привет! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с двумя предметами мужской одежды. Это вот такая вот курточка, заявлена Soft Shell от компании Moslov. Это китайский бренд, которую россияне могут приобрести в магазине WHS Shop.ru. И также вот такой вот товарчик, который уже традиционно приобретен на AliExpress. Начнем мы с этого пакетика. Прибыл он в течение 32 дней с отслеживаемым трек-номером. Здесь должна быть мужская бейсболка, приобретенная на AliExpress за $6.17. Давайте знакомиться. Так, ну, такой надувной пакетик вложили, просто подушку надувную, как видите, чтобы не помялась бейсболка. Вот, даже две подушки. Вот таким вот образом упаковано. И вот здесь у нас прибыл белый цвет. Магазин предлагает в продаже, по-моему, 6 или 7 цветов. Я выбрал именно летний вариант. Белый. Да, белый, наверное. На бейсболке имеется два ярлычка с QR-кодами для перехода в магазин. Если считать эти два QR-кода, то верхний приведет нас в магазин Apple Leaf, в котором представлены к продаже мужские кепки. При считывании нижнего QR-кода мы перейдем в магазин Unique Wolf, в котором представлены исключительно женские шапочки, бейсболки, кепки. С обратной стороны этикетки правила ухода. Наверное, правильнее будет, если вот так все это представлю. Вот такая вот кепочка. Что мне не нравится в китайских кепочках, это первое и главное, что они слишком глубокие или слишком большого размера, потому что она практически не садится на уши. Я предпочитаю кепки не такие глубокие. Если вот завернуть вот эту, то где-то вот такого формата. Сама кепка выполнена из какого-то синтетического материала, может даже и влагоотталкивающего. Здесь имеются две черные сеточки и какой-то такой резиновый значок мягкий. Ну, конечно, сделано под бренд Polo. Козырек такой плотный, имеется пластиковая вставка и обшит тканью. Здесь черная, здесь цветная, но все в основном в белом цвете. Застежка здесь на липучке. Тут не ремешок с пряжечкой такой, а просто липучка белого цвета. Если ее вот так вот застегнуть полностью от и до, то кепка рассчитана на обхват головы, так вот по периметру, 56 сантиметров. Вот такой еще объем. Здесь выходит у нас 33 сантиметра. Легкий летний вариант бейсболки. Воздухопроницаемая, проветриваемая. С обратной стороны выглядит вот так. Можете приобретать. И вот такая куртка компании Moslov. Она легкая, это ветровка. Пошита из ткани, заявленной Soft Shell, то есть она имеет структуру с небольшими ворсинками. Хотя ткань очень тонкая. И мне по ощущениям, на ощупь напоминает такую ткань, с которой шьют купальные костюмы. И модель это Style J2505, цвет Dark Grey, размер XL. В Беларуси эта курточка стоит 130 рублей, в России она стоит те же деньги. Выглядит следующим образом. Имеется капюшон, который отстегивается. На куртке имеются светоотражающие элементы. Это имя бренда Moslov и две таких вот нашивки. Рукава несколько зауженные. Покрой очень странный. Это размер XL, рассчитан на рост 182 сантиметра. У меня рост 178, брал L, но при этом очень еще рукава уже будут и очень сложно их одеть. То есть пришлось взять XL. Я не знаю, для кого такой покрой. То есть, в принципе, если я вот так рукава распрямлю, то они у меня закрывают даже вот ладони почти. Но в этом случае они собираются гармошечкой. Но так удобнее. То есть рукава зауженные, вот здесь более еще свободные, а вот от локтя и ниже достаточно узкие, по руке практически. Но ткань немножечко, чуть-чуть буквально тянется. Манжеты на резинке.
Подкладка внутри куртки вот такая вот оранжевая яркая сетка. Здесь имеется бирочка. Куртка не имеет внутренних карманов, есть только два наружных. Они вот под такими небольшими клапанами. Карман глубокий, практически до наружной молнии. И с обратной стороны аналогично. Наружная молния также пластиковая. Она также ярко-красного цвета, но от ветра здесь клапана нету. И от дождя выглядит она вот таким вот образом. Воротник стоечка. В капюшоне тоже подкладочная сетка, также такого же цвета ярко-оранжевого. И здесь имеются элементы для затягивания. То есть, в принципе, капюшон глубокий. Значит, капюшон крепится на молнии. Здесь капюшон засовывается внутрь вот этой стойки воротника передней части. Здесь две липучки, которые склеиваются. И на капюшоне также есть с одной стороны липучка. То есть мы вставляем, и на липучке он фиксируется. Снизу имеется тоже бечевка и подтягивается, как и капюшон, такими вот веревочками. Внутри куртка выглядит следующим образом. На подкладочной ткани также имеется имя бренда Moslov. Здесь такая же ткань, как и снаружи. Пошита куртка очень аккуратно, ни одной лишней нитки я здесь не видел, ничего не обрезал. То есть это реально качественный фабричный пошив. Так, имеется петелька для подвешивания куртки. Снимем мерочки с этой куртки. Итак, размер XL у нас представлен следующими размерами. Высота куртки, если мерить от плеча, составляет 64. Кстати, заметьте, что задняя сторона немного длиннее. То есть по передней части 64, по задней 66 сантиметров. Но с задней стороны куртка имеет вот такой вид. Размер, ну скажем так, под мышками составляет 56 сантиметров. Фасон куртки прямой. Внизу также составляет здесь 56 сантиметров. То есть получается рукава находят на плечи. И если мерить между швами, то тут 44 сантиметра. Так, и рукав от шва до конца манжета порядка 70 сантиметров. И от локтя до манжета ширина рукава составляет 13 сантиметров. Но в области бицепса это до 20 сантиметров. Может, кому-то важно, вот капюшон в принципе отстегивается. Его какие-то такие габариты вот представлены здесь. Ну и без капюшона куртка выглядит следующим образом. Так, она расстегнутая. Можно носить таким образом. Или полностью застегнувшись, но в этом случае я прикрыл микрофон. Ткань очень мягенькая, немножечко ворсистая, и на свету имеется вот такой блеск. Рекомендую эту куртку для пробежек, велопрогулок. Куртка мне понравилась. Во. Все ссылки на магазины и на бейсболку, и на куртку, где я приобрел их, будут в описании к этому видеоролику. Я с вами прощаюсь. Мы обязательно скоро увидимся. Пока!